Здравствуйте, с вами Марокко, автор этого канала. Недавно на днях разработчики игры Identity, а именно Joker Studio, предоставили полный список изменений, которые они внесут в новое обновление масштабное баланса игры. В связи с этим хотелось бы сделать небольшую аналитику и критику этих всех изменений. Данная информация полностью взята из официального твиттера Identity 5. Будущие корректировки баланса встревожили меня, а именно того, кто наиграл в эту игру 5600 часов плюс. И об этом я бы хотел с вами поговорить. Ну что ж, усаживайтесь поудобней, а я начинаю. И первое изменение, которое они показывают в видео, что шокировало, наверное, большинство сервомейнеров, так это то, что они убирают, серьезно, да, они убирают одну палету из коробки в центре Unfactory. Да, причем они убирают не самую бесполезную палету и не меняют конструкцию в целом данной коробки, а просто убирает палету, драгоценную сейвовую палету. Окей. Я думаю, для нормальных игроков комментарии излишни, но для тех, кто новичок, могу сказать лишь то, что Arms Factory является самой плохой картой для ранга для сервов, и здесь меньше всего нормальных палет и хороших палет, и уж тем более сейвовых палет. Теперь на одну сейвовую палету и хорошую палету параллельно стало меньше. Поздравляю. Далее идет карта Sacred Heart, и здесь изменений уже побольше. А именно, они убирают палету мою любимую снизу дырки. Я ее очень сильно любил использовать, особенно против дурачков-хантеров. И вот ее, конечно же, убирает. Как по мне, она была достаточно сейвовой и хорошей палетой. Далее на этой же карте они решили возле ворот, которые напротив балкона, убрать стенки и переместить их немного далее, дополнительно поставив туда окно. Окно это, конечно же, супер, можно активировать бусты, но вот только с бустами в новом обновлении будут небольшие проблемы, о чем мы поговорим немного позже. Но самое главное для опытного игрока, в том числе для меня, это то, что теперь за этими стенами нельзя будет скрыться, обмануть тем самым Хантера. Теперь Хантер будет все прекрасно видеть, кто там стоит, кто там оттуда убегает. И во время телепорта ты не успеешь быстренько перетянуться за ту же самую стенку, чтобы хотя бы немного сэкономить времени от того, что Хантер не сразу поймет, где ты именно находишься. Далее идет карта Leo Memory и тот самый мейн, который в миллион раз меняли. За всю историю Identity это единственный мейн, который потерпел кучу изменений. Его меняли не счесть какое количество раз. И в очередной раз, конечно же, его меняют, причем дважды за одно обновление. А именно под лестницей, где есть выход, они переставили окно. Раньше оно стояло немного отдаль, то бишь можно было при помощи спидов выиграть немного времени ранее. А теперь этого сделать нельзя будет, потому что оно находится ближе к выходу, а значит Хантер его легче обойдет и догонит вас. Тем более, если у вас этих спидов нет. То бишь перелазить через него практически нет смысла. К сожалению, если вы обычный сурф, а не, например, тот же самый акробат. На задней части того же мейна они убирают сейвовую палету. То бишь теперь Хантер будет ловить вас еще быстрее, и обходить это здание в целом ему будет гораздо проще, и обидеть серву теперь уже не придется его так долго, как ранее, ради хорошего кайта. Взамен они поставили нормальную палету, но немного отдали, которая естественно будет по большей части бесполезной, ибо до нее добираясь у серва будет мало смысла, чтобы там остаться и куда-либо перетянуться. Скорее всего, тот сурф, который перетянется туда с половиной хп, там же и останется только уже нокнутым. Следующим по видео идет Lakeside Village. И там они решили переместить дырку, которая была по центру корабля, в левую сторону, ближе к носу корабля. То бишь, все здесь сделано для того, чтобы у сервов осталось меньше абьюза. На той же карте поодаль от ворот они решили расставить более сейвовую конструкцию из двух палет. Это я одобряю, за это огромное спасибо. Правда, неизвестно, осталась ли там далее еще одна конструкция с одной палетой. Если ее не показали, скорее всего она там и осталась. То бишь, в том месте теперь есть 3 палеты, из которых все 3 нормальные. Ведь ранее получалось так, что когда на вас телепортировался Хантер, вы сразу же отбегали в левую сторону, где есть палетка с маленьким сарайчиком. Вот она как раз таки являлась более-менее в таких моментах сейвовой. А теперь у вас есть еще и шанс, например, будучи персонажем с нормальной обилкой, перетянуться каким-либо образом, тем палетом и немного покайтить.
тем самым выигрывая немного времени для команды, чтобы они быстрее сбежали. Ну и также для кайта обычного эти палеты очень даже хороши. Далее у нас идет Moonrit River Park и неожиданное решение разработчиков изменить структуру станций американских горок. А именно, они убирают некоторый период, чтобы Хантер мог законтрить абьюз некоторых хороших и сильных сервов в кайте. Потому что если вы умный сурф и уж тем более можете через обилку перепрыгивать те период, то вы обязательно будете долго бегать вокруг одной лишь станции, тем самым отнимая много времени у самого Хантера незаслуженно, как по мне. Потому что, например, тот же самый Акробат, Китаянка могут запросто откатить в тех структурах около минуты, казалось бы, на ровном месте. На этой же карте на задней части двухэтажного здания неподалеку от горки они добавили удобную структуру для кайта, достаточно сейвовую, особенно если вы слазите с горок. За это большое спасибо. Теперь есть смысл с левой части горки съезжать. Далее для сурвомайнеров на этой же карте тоже приятное известие, потому что около неработающей карусели недалеко от мельницы они поставили структуру из одного окна, которое может немного выиграть времени в кайте. Ну и дополнительно есть место, где можно спрятаться, чтобы Хантер не так быстро вас нашел, телепортируясь туда и обратно. И еще приятное дополнение. На последней станции, либо же на крутящейся карусели, они также решили добавить очень хорошую структуру, которая поможет немного выиграть времени. Тоже за это большое спасибо. И на первой станции, где спаунится сама вагонетка, также они решили добавить тоже сейвовую структуру. Тоже огромное спасибо. На этом изменения карт на пока что все, а мы приступаем к другим более важным изменениям. Изменение талантов выживших. Новый талант – взаимная поддержка. Вы и раненый выживший, которые не преследуются, можете видеть друг друга. Очень интересный талант, но, к сожалению, разработчики пока что не сказали, где он именно будет находиться. Также самое неизвестно пока что насчет других. Этой информации нету пока что. Будем ждать, будем надеяться на то, что этот талант и другие таланты хорошие будут требовать малое количество очков. Далее по списку также новый талант, некий эффект заварания. Как только начнется фаза ускоренного декодирования, то бишь акселерация декодинга, выжившие, которые не декодируют, будут получить повышение скорости декодинга на 1% за каждую секунду, то бишь до 10. Баф на 10%, который будет суммироваться с самой акселерацией. Но у этого есть свой дебаф, а именно этот эффект будет удален, если они начнут декодировать более чем на 10 секунд или прекратят декодирование. Как по мне, очень хорошо, но вот есть одна проблема, что у хантеров симметрично к этому есть новые также таланты, но с небольшой ремаркой. Они гораздо сильнее. То бишь у сервов, если забегать наперед, теперь есть возможность более быстро заканчивать последний этап игры, а у хантеров есть более быстрая возможность догонять и заканчивать так же самую игру, только при туннеле. Далее, новый талант телепатия. Подсвечивает всех товарищей по команде на 5 секунд каждые 40 секунд после активации выходных ворот. Нормально, но зачем, если есть команды в чате, и те, кто умеет ориентироваться по радару и знает хорошо карту, и так плюс-минус понимает, где будет находиться выживший. Как по мне, не стоит на это тратить поинты. Если будет возможность не тратить на это поинты, я не буду тратить. Новый талант – эффект компаньона. Скорость передвижения увеличивается на 35% на 2 секунды после спасения из кресла ракеты. Наконец-то! То, что я ждал 3 года минимум. Анти-кемп плюс-минус перк, то бишь талант, который поможет немного, совсем немножечко, увеличить свой шанс на побег от фейскемпа. Замечательно, одобряю, всеми руками за. Наконец-то они додумались до этого и немного скопировали то, что уже давно есть в ДБД, а именно в прародителе.
Пятый пункт. Рефлекс коленного рывка объединен с разбитыми окнами, то бишь та же самая гибкость из ДБД. И заменен исходным слотом память мышц. В скобочках написано, что это якобы новый талант, который увеличивает скорость взаимодействия при прыжках через поддоны и окна на 5, 10, 15%, перезарядка 20 секунд. Очень интересный новый талант. Как по мне, он будет очень must-have на таких персонажей, как Mind's Eye и Механик. На Механика прям must-have при must-have. Почему, узнаете немного позже. И далее небольшое уточнение по пятому пункту. Рефлекс рывка колена объединен с разбитыми окнами и добавлен новый эффект. Если вы находитесь не в терроре, то бишь уже вышли из погони, то на 25% бустов вы получите меньше. Как по мне, это очень страшно будет. Особенно если у вас вдруг внезапно во время кайта почему-то вдруг прекратится музыка, что очень часто случается из-за каких-то багов, либо особенностей Хантера. Я очень сильно недоволен насчет нового эффекта. Потому что тот же самый, например, Факвард, перелазя через палету, он не будет получать теперь полноценные бусты, то бишь лететь на мячике он будет не так ускоренно, как ранее, то бишь у Факварда эффективность падает. Так же самое перетяжка через палеты и окна, когда вы, например, хотите с одного конца карты на другой успеть добежать, чтобы спасти своего тиммейта с кресла, это все, к сожалению, тоже обрезается. Я не понимаю, зачем нужно было это делать, если с одного до другого конца карты именно в этой игре пробежать достаточно долго и очень проблематично, особенно когда у вас сам сурф сидит в среднем около 50 секунд. Седьмой пункт. Бедствие. Изменен на талант по умолчанию, а первоначальный слот изменен на статное поведение. Это новый талант. А бедствие сомнений изменяет память. Это тот, который подсвечивает тиммейтам остальных тиммейтов, когда вы сидите на стуле. Теперь новый талант, который будет на том слоте, показывает контру охотника всем выжившим на 5 секунд после того, как охотник преследует его более 5 секунд и убегает от погони. Перезарядка, к сожалению, 80 секунд. Очень полезный талант на информацию по Хантеру. Если это будет Вучанг, то эта информация в некоторых моментах будет очень много чего решать. И для таких хантеров как раз таки как Вучанг, это большая теперь проблема, что у серверов большинства будет именно этот талант стоять. Нужно как-нибудь будет изощряться с бросками зонтика, а не просто в тупую их бросая. Последний пункт. Эффект маховика, то бишь крепкий орешек из ДБД, то бишь рывок вперед. Один раз применил маховик, чтобы избежать урон от пронзания разрушающего колеса и 100% важности на яды. Если на вас снова воздействуют эти навыки, они будут затронуты немедленно. Насколько я понял, один раз вы все-таки сможете теперь законтрить после обновления то же самое долбанное колесико, очень сильно бесячее, либо на ядочку также бесячую. Но после этого вас орехи не будут спасать от этих всех мимолетных радостей матча. Наконец-то мы переходим к чему-то более интересному, а именно изменение талантов охотников. Новый талант «Ностальгия» раскрывает местонахождение выжившего после его спасения. Ужасно. Увеличивает вашу скорость передвижения на 10% всего лишь что при приближении к выжившему, находящемуся на расстоянии более 12 метров и в течение 12 секунд. Чем дальше на расстояние, тем больше прирост скорости. Этот эффект заканчивается, когда выживший получает урон, равный нокдауну, и может активироваться дольше после того, как выживший уничтожен. Охренеть! Это очень мощный талант для охотника любого в этой игре. Я не понимаю, что с головой было у разработчиков, теперь туннелить это просто призвание. Ах да, я же забыл, они недавно сделали туториалы, где вас учат прям около кресла стоять и фейскемперить. Тогда о чем я разговариваю с вами? Все с ними понятно. Это ужасно, как по мне. У Хантера больше появляется и так шансов на гарантированный туннелинг одного выжившего. Матчи будут, к сожалению, проходить чуть более быстрее. Но в этом хотя бы есть небольшой плюс, то что, например, разработчики будут заставлять немного думать хантеров головой и отходить совсем немного, именно на 13 метров от кресла, чтобы, например, не знаю, там кинуть бомбочку, например, там поставить скульптуры, например, кинуть зонтик, еще что-нибудь этакое.
И вдобавок можно сказать, если вы помните, олдовые игроки здесь есть. Так вот, раньше что-то похожее было, только раньше нужно было отходить на 20 и более метров, я не помню точно. И у вас тогда активировались желтые глаза, которые позволяли сразу же нокнуть срва, то бишь дать ему двойной хит. Естественно, у этого был маленький шанс. Ну, что-то около 20%, но на самом деле это был не такой уж и маленький шанс. И это был очень бесячий рандомный перк от хантеров, который решал зачастую всю игру. Хорошо, что его убрали, и альтернативу к нему решили вот прям в этом году ввести обратно, но менее жесткую. Второй пунктик. Звон в ушах изменен на талант по умолчанию и заменен исходный слот на эксгибиционист. Новый талант. Увеличивает скорость восстановления атаки на 10% после пропуска атаки. То бишь, если вы не попадаете. Увеличивает скорость восстановления атаки дополнительно на 15%. Вплоть до 40 для каждого выжившего в пределах 24 метров от вас. Этот эффект не распространяется на сбитых с ног выживших и заканчивается, когда выживший призван к ракетному креслу. То бишь, как я понимаю, тот талант, который был похож на ярость Хантера в плане маленького значка, теперь на это заменен и также является достаточно мощным. Насколько мне не изменяет память, чтобы тот талант прокачать, нужно немного в сторону отходить от ветки. То бишь, чтобы иметь такие колоссальные преимущества на ровном месте, вам нужно будет терять 10, а то и 15 поинтов. Хоть это радует. Но если у Хантера такое будет, скорее всего сразу вы это не поймете. И это очень многое зарешает, то бишь перевернет в очередной раз всю игру, весь матч. Тоже не одобряю, очень мощно, как по мне. Далее новый талант Control Freak. Контроль чудаков. Увеличивает скорость передвижения на 6% на 4 секунды после вертикального падения с высоты. Перезарядка 16 секунд. Обалдеть! То бишь, на любой карте, где есть окна и есть возможность спрыгнуть, теперь убирается по КД возможность любому сорву абьюзить. Это долго. Ну, хотя бы 2 круга по меркам Identity, это уже долго. Ну, спасибо, папаша. Теперь юзать падение смертоносно зачастую будет. Новый талант Озорной увеличивает скорость полета на воздушном шаре на 20%. Если читать в оригинале, там вроде бы написано боулинг, а это значит, что возможно это быстрый перенос сорва. Далее новый талант зависимость, когда 2, 3, 4 свободно передвигающихся выживших находятся в пределах 24 метров от вас, ваша скорость восстановления после оглушения и других мощных эффектов контроля увеличивается на 10, 15, 20%. Обалдеть! Это тоже достаточно хороший и очень годный для любого хантера перк. Тоже осуждаю разработчиков за это решение добавить именно такое, как по мне это тоже достаточно сильно. Новый талант импульсивность увеличивает скорость передвижения на 10% при использовании заряженной атаки. Что они творят с игрой? Просто вопрос, что они творят? Наоборот, затяжная атака, она и на то и затяжная, что ты ее делаешь медленно, зато ты получаешь более увеличенный хитбокс. Они эту логику теперь меняют, теперь ты будешь передвигаться через затяжную атаку быстрее, то бишь, зачем делать теперь обычные атаки, если можно затяжную сделать, так еще и быстрее догнать сорва, то бишь большой хитбокс, и ты быстрее догоняешь сорва. Просто ужас, что они делают. Надеюсь, это не будет в итоге добавлен. Вот это вот совсем как-то очень странно. Теперь ходишь и постоянно затяжную атаку делаешь. Вау, круто. Тут даже КД не будет. Ты можешь постоянно это делать и абьюзить через это. Быстрее перемещаться по карте. Просто бомба, если не матерясь, это все описывать для хантамейнера. 7-й пункт. Эффект иссушителя. Увеличен с 10, 15, 20% до 15, 20 и 35. То бишь, теперь с верхней ветки колючее растение будет при выходе из радиуса кресла добавлять вам чуть-чуть больше скорости на передвижение. Хотя 35% это уже не чуть-чуть больше, это уже так нормально. Это тоже, кстати, мощно, но это скорее всего будут применять те же самые вучанги. Ибо я не знаю, на каком другом хантере есть смысл отходить от кресла достаточно далеко, чтобы этот эффект активировался. Как по мне, для большинства хантеров он будет не нужен. Ибо у нас принято стоять и не отходить от кресла чуть более на 5 метров. По классике жанра.
В замкнутое пространство добавлен новый эффект. Это закрывашка, верхняя ветка, самый последний перк. Охотники могут перепрыгивать через закрытые окна, после чего окно станет открытым. Они добавляют механику, которая давным-давно присутствует в ДБД, в Identity, то бишь с этой самой закрывашкой. Как по мне, это не помешает сервам в кайте, но какой-никакой бонус дает хантерам, и давно было бы пора это сделать. Надеюсь, они, кстати, еще ту раздражающую текстурку изменят, потому что она уже приелась. Особенно на низкой графике, она выглядит ужасно. Следующая, последняя страница изменения персонажей. Вот мы уже перешли к последней фотографии анонсированных изменений на новый баланс в Identity. По большей части он будет полезен для ознакомления именно с урвамейнером. Первый пункт. Теперь почтальон будет записку давать не на 20%, а на 10% быстрее к скорости декодирования любому персонажу. Грустно, печально, но плюс-минус справедливо, как по мне. Если мне не изменяет память, эти записки вылетают в начале игры и в середине игры, а в конце игры они выпадают с мизерным процентом на выпадение, а может даже с нулевым процентом. В тот период, когда она действительно могла бы все изменить кардинально, она как раз таки давно не выпадает, поэтому ну ладно, но все равно обидно за старт матча. Второй пункт. Антиквару увеличили стоимость взмаха на 2% при любом использовании палочки. Как по мне, плюс-минус справедливо, но я бы ее занерфил жестче, потому что она много может выигрывать времени для команды, особенно для серва, которого она спасает. Далее почему-то они решили искалечить Проспектора, а именно убрали дебаф, так называемый, который на самом деле являлся как раз таки бафом, и он за счет этого быстрее заводил, а именно дебаф, в кавычках опять же, на 50% частоты калибровки. Да, теперь Проспектор будет заводить так же само, как и обычный сурф, уменьшает эффект лечения с 20 до 10. Печально и несправедливо по отношению к Проспектору. С другой стороны, если хороший сурф с зеленым пингом, отлично играющий на Проспекторе, будет играть, спасать тиммейта, при этом до этого заводить, то этот сурф, то бишь сам Проспектор в его руках, становится очень мощным, выжившим, который будет сильно портить матч для Хантера. Бафует парфюмера. Ослабление лечения уменьшается с 30 до 15, это приятно, а время восстановления предмета уменьшается на 1 секунду, то бишь парфюма. Это тоже приятно. Теперь парфюмер не вровень стоит с Enchantress по лечению, теперь у Enchantress большой дебаф на лечение, как и у Мерка при настакивании 5 жетонов. Приятный баф для механика, теперь она с 30 до 15% медленнее скидывает доски. Если вы играете с желтым пингом, то ни на что не рассчитывайте. Для вас минимум будет изменение. Если вы скинули палету с желтым пингом, то скорее всего вас пробьют, даже если это на 15% меньше, чем было раньше. И рассчитывайте на то, что это будет старый доктор, такой же самый убогий сброс палеты с большим коэффициентом на медленный перелаз через палету либо через окно. В шестом пункте они решили занерфить Денсера. Почему-то они тут не написали насколько в плане процентов, видимо им было лень. Теперь получается быстрее хантеры будут разрушать музыкальные шкатулки под замедлением. И не так уж и хорошо будут они в целом работать, если их наспамить. Справедливо, потому что Денсерша всех бесила, в том числе и меня, когда я играл на Хантере. Дополнительно у нее удалено использование слайда при декодировании шифровальной машинки. То бишь теперь, чтобы активировать слайд, то бишь небольшой рывок, ей нужно будет обязательно отходить от машинки, но это справедливо. Почему и раньше это не сделали? Большой вопрос. И седьмой пункт. Неожиданный, приятный, очень даже приятный нерв клерка. Длительность Invalid уменьшена на 2 секунды, максимальная продолжительность рекорд также уменьшена на 2 секунды, а время восстановления инспект на целую 1 секунду увеличено. Насчет рекордов очень и очень приятно, а насчет инспекта, ну ладно, окей, пусть будет. Отшельник, то бишь Хермит. Увеличено время восстановления изменения полярности на 20 секунд. Это очень мощно. И уменьшен штраф за процесс декодирования на 7%. Я даже не знаю, зачем это нужно было добавлять. Он и так хорошо всех уничтожает. Теперь он стал немного более сильным в этом плане за счет изменений полярности сервов, которые как раз таки делать было тоже очень проблематично, играя за серва. И как раз таки Хермит является моим любимым сейчас персонажем в плане охотника. И последний, завершающий пункт, это неожиданный, бесполезный баф смайли фейса, то бишь охотника смайлика.
Сопротивление ракетного рывка вступит в силу после удара по маховику. Здесь до конца непонятно, что они имели в виду. Я так понимаю, они оптимизировали орех вместе с ракетным ударом. Ну ладно, пусть будет. Также ему добавили 2 фиксированные точки появления пропеллеров на каждой карте. Неизвестно, каких именно пропеллеров, также почему-то не уточняется, если это пропеллеры на долгий, то бишь бесконечный полет, то это замечательно, но это все равно нужно будет идти на какую-то определенную точку на карте, что как бы невыгодно зачастую на Смайли Фейсе. Как по мне, он все еще остается самым слабым хантером в Identity V, к сожалению. Хоть на него такие великолепные скины понаделывали в свое время. Хух, наконец-то! Наконец-то я закончил. Спасибо, что дослушали до этого момента, до момента подведения итогов. По итогу что мы имеем? Плюс-минус полезные бафы талантов выживших, которые, к сожалению, практически в ноль стираются талантами хантеров, которые они решили изменить и добавить. Как по мне, они немного изуродовали игру в сторону туннелинга. Если раньше фейскемпинг решал, то сейчас будет чуть-чуть более решать туннелинг, и у хантера будет еще более быстрее получаться ловить вас за счет того, что они переделали абьюзные места на разных картах и добавили сильные перки для того, чтобы можно было быстрее ловить вас. Категорически осуждаю данные изменения мощные в сторону хантеров, потому что, как по мне, хантеры в этой игре сильные, как ни крути. Ну и, соответственно, играть в ранг теперь для новичков, средних игроков, которые не особо сильно много играют в Identity, стало еще более сложнее. Игра стала немного более соревновательной, потому что опять же абьюзные места понерфили и добавили возможность другие абьюзные места более эффективно контрить. Вот такая небольшая аналитика и критика нового обновления вышла. Если вы хотите, например, чтобы я сделал видео насчет того, чтобы я изменил в Identity, какие бафы, дебафы я бы сделал персонажам, картам и всему остальному, обязательно попросите в комментариях, буду очень рад вашему, кстати, любому комментарию. Напишите, как вам само это видео, поддержите меня также лайком и подпиской на канал. Также у меня иногда проходит на Twitch канале трансляции прямые, где вы можете прийти, задать вопросы, пообщаться со мной и хорошо провести время, а может даже еще и приятную музыку послушать. Ссылка на Twitch будет в описании. Также в случае чего необходимые поправки будут либо в описании, либо в комментарии, закрепленном внизу. А с вами была Марокко Рока. Спасибо за просмотр. До скорых встреч.